Сегодня мы поговорим о детях и сладостях с рекомендациями врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. «Мой ребенок ест много сладкого». Такую фразу нередко можно услышать от современного родителя. ВОЗ рекомендует ограничение свободного добавленного сахара в количестве менее 10% от суточной калорийности рациона, с дальнейшим сокращением до менее 5%. Под термином «свободный сахар» подразумевают сахара, моно- и дисахариды, добавляемые в продукты и напитки производителем, поваром или самим потребителем, а также сахара, которые естественным образом содержатся в продуктах питания и напитках. Мед, пикмезы, сиропы, фруктовые соки, концентраты фруктовых соков. Нормы потребления сахара у детей. Детям до 2 лет употребление свободного сахара не рекомендовано. С 2 до 3 лет примерное суточное количество сахара до 16 грамм, 4 чайные ложки. С 4 до 6 лет до 20 грамм в сутки, 4,5 чайные ложки. С 7 до 9 лет до 23 граммов в сутки, 5,5 чайных ложек. Далее ВОЗ рекомендует не превышать суточное количество добавленного сахара более чем 25 граммов в сутки, 6 чайных ложек, как и взрослым, так и детям. Нужно ли ограничивать количество сладкого? Избыточное потребление сахара способствует развитию кариеса, ожирения, сахарного диабета 2 типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому важно не превышать допустимую норму. Чтобы придерживаться данных рекомендаций, следуйте простым правилам. Ограничьте сладкие напитки, газировка, сладкие готовые чаи, фруктовые соки. Ограничьте подслащенные молочные продукты, молочные коктейли, йогурты, сгущенное молоко. Замените их на несладкие молочные продукты, молоко, натуральный йогурт, кефир. Уменьшайте объем и количество порций десертов. Что делать, если ребенок ест слишком много сладкого? Уменьшайте количество сахара постепенно. Например, вместо 2 чайных ложек на стакан чая добавляйте 1 или меньше. Проверяйте содержание сахара на этикетке. Отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием свободного сахара, менее 5% от дневной нормы. И помните, что многие сладости, продаваемые как здоровые продукты, на самом деле могут содержать много добавленного сахара. Делайте выбор в пользу фруктов. Они могут стать отличной альтернативой десертам. Если вначале ваши дети будут сопротивляться, а они будут, то растопите немного темного шоколада, чтобы дети окунули кусочки фруктов в него. Темный шоколад содержит до 70-80% какао и часто меньше сахара, чем молочный шоколад. При попытке ограничить сладкие напитки, после того, как ребенок привык к ним, могут возникнуть сложности. Вместо них можно предложить воду с кусочками фруктов. Избегайте вознаграждения сладостями. За хорошее поведение. За то, что ребенок съел обед. Это работает в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем становится проблемой, когда дети ждут сладкое за соответствующее поведение. Измените некоторые традиции. Например, поговорите с учителями и другими родителями детей в группе-классе вашего ребенка, чтобы придумать, как отпраздновать очередное событие с меньшим количеством сахара. Не впадайте в крайности. Хранение сладких лакомств под замком или полный их запрет может вызвать нездоровую тягу к сладкому. Покажите своим детям, что периодический прием десертов может быть частью сбалансированной диеты. Сладости в определенных порциях допустимы в рационе. Ешьте всей семьей за одним столом. Доказано, что за семейным обедом или ужином дети едят больше фруктов и пьют меньше сладких напитков. Вместо конфетницы ставьте на стол тарелку с нарезанными фруктами, овощами. Пусть они всегда будут в доступе. Покупая продукты, начинайте с отдела фруктов и овощей. Пусть ребенок также принимает участие в выборе. Запаситесь продуктами, чтобы у вас всегда было что предложить ребенку. Помните, что с течением времени не сразу, а также проявляя терпение, соблюдая постоянство, вы сможете изменить вкусовые привычки вашего ребенка. Выбирая полезные продукты, вы можете привить своему ребенку хорошие привычки в питании, которые сохранятся на протяжении всей жизни. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!